Короче, ребята, Ну, пахнет сиренью. здесь офигенно Реально. круто. Потому что здесь, ребята, сирень. Смотрите, за мной сирень, видите? Видите? Здесь сирень. В этом видео вы сможете познакомиться с природным заповедником Мевиа-Оаха, находящимся всего в 20 километрах от Гданьска. Он был основан в 1991 году. Это прекрасное место для людей, которые любят тесный контакт с природой. По многочисленным отзывам в Google, данная локация занимает 4,8 балла из 5 возможных. Это очень живописное место, где одна из главных рек Польши, Висла, впадает в Балтийское море. Во время миграции птиц местные пляжи служат для них прекрасным местом отдыха. Здесь останавливаются такие перелетные птицы, как чернозобик, кулик, красноногая алуша, ржанка и многие другие. Только здесь, в Польше, можно увидеть хохлатых крачек. А еще это единственное постоянное место в Польше, где живут тюлени. А теперь обо всем по порядку. Несмотря на то, что в Польше очень многое делается для людей с ограниченными возможностями, этот маршрут на начало 2024 года не был оборудован по всем правилам безбарьерной среды. Поэтому мы не рекомендуем его для людей с ограниченными возможностями, а также для семей с маленькими детьми с колясками, поскольку часть маршрута проходит по неровно уложенным камням либо песку. Если вы все же решите посетить это дивное место, позаботьтесь о следующих важных вещах. Это обувь, перекус, репелленты и бинокль. Обувь лучше иметь трекинговую, предназначенную для бездорожья, или хотя бы спортивную. Общая протяженность маршрута, включая осмотр уголков обозначенной тропы, составляет около 8 километров. Бутерброды, фрукты и чай вам помогут подкрепиться и пополнить запас энергии для возвращения домой. Нужно понимать, что само путешествие по заповеднику займет минимум 3 часа. А если учесть время наединения с природой, фотографирование и так далее, рассчитывайте минимум на полдня. Репелленты понадобятся, чтобы отбиваться от назойливых комаров, а бинокль, чтобы все рассмотреть. Ведь, например, серые тюлени не подходят близко к людям, а большую часть времени лежат на Тюленьем острове, до которого от смотровой площадки около 800 метров. Добраться сюда из Гданьска можно двумя разными способами. Первый классический, на автомобиле. Из центра города доехать можно где-то за 50 минут, преодолев при этом около 23 километров. Гданьск славится хорошей велоинфраструктурой. Одна из велодорожек проложена на всем пути к заповеднику Мевиа-Оаха. Поэтому, если 25 километров в одну сторону для вас не помеха, то можно воспользоваться более экологически чистым транспортом, то есть велосипедом, своим либо арендованным. В качестве арендованного велосипеда прекрасно подойдут широко распространенные в Труймясте красные велосипеды фирмы Mewa. Почему именно Mewa? Потому что у этой фирмы есть в аренде как обычные, так и электровелосипеды. А что еще более важно, в конце пути велик можно будет оставить на специально оборудованном паркинге этой компании у самого начала пешеходного маршрута, не оплачивая время простоя, пока вы будете гулять по заповеднику. Кстати, даже если вы поедете на своем личном велосипеде, мы все равно рекомендуем оставить его в начале пешего маршрута и не тянуть с собой до смотровой площадки. Поверьте, так будет лучше, ведь по песку и по камням далеко не уедешь.
Во время поездки в районе населенного пункта Сабишево нам предстоит преодолеть водную преграду – реку Мартва-Висла. Сделать это можно через красивый разводной мост. А еще, если повезет, и увидеть, как он поднимается для пропуска значительных по своим размерам кораблей и яхт. И вот мы сейчас подходим уже к реке и будем идти вдоль реки, пока она не войдет в Балтийское море. Говорят, очень красиво, птички поют, вы, я думаю, это слышите, цветочки, все зелененькое. Ну, вперед! Навстречу к прекрасному, широко открытыми глазами. И все те же люди. Или ужасными. Старт и финиш пешего маршрута начинается на стоянке морской поисково-спасательной службы. По отзывам из Google, многие люди советуют двигаться к смотровой площадке вдоль берега Вислы, поскольку она заасфальтирована, а возвращаться уже через лес. Из особенностей этой дорожки, не знаю почему так сделано, вот это вот пограничный столбик. Но, как вы можете наблюдать, он торчит на уровне земли где-то на 7 сантиметров и расположен прямо на пешеходной дорожке. И это уже не первый столбик, который я вижу, поэтому нужно быть очень внимательными, потому что можно легко споткнуться и удариться. Итак, ребята, мы прошли уже где-то в районе 1 километра. Что можно сказать? Все красиво, если вы любите гулять, птички поют, солнышко светит, ветра практически нету. Все очень как бы здорово. Можете приезжать. Примерно на полпути стоит деревянная смотровая площадка, позволяющая хорошо рассмотреть примыкающий к Висле водоем, растительность и птиц, обитающих на нем. Еще хочется сказать, что если у вас слишком маленькие дети, или вы вообще решили ехать сюда с коляской, то будьте готовы к тому, что вы потратите очень много сил, чтобы пройти от начала до конца, а потом еще и вернуться назад к машине. Потому что сейчас, кроме этих камней, всяких там дыр между камнями, стал попадаться песок. И уже я не раз слышал, как папы с колясками очень жалуются, что это даже для мужчин тяжелое приключение. Ребята, мы дошли до места, где стоят дальше взбраненный Грозий утонентиум. Дальше дорога наша становится еще более сложной. Похоже на песчаные дюны. Дальше мы должны двигаться по песочку. И вот, наконец, мы дошли до основной обзорной площадки. Все в песке, после дорожки.
В сезон там дежурят натуралисты. Они рассказывают интересные истории о птицах и животных, живущих вокруг. Если у вас есть бинокль, вы быстро заметите стадо из нескольких сотен тюленей, осаждающих отмели в море у самого берега. Заповедник Меви-Аваха – идеальное место для людей, ценящих ценность общения с природой. Пустошь, природа, дикие пляжи – это место – рай для людей, интересующихся орнитологией, наблюдением за птицами и фотографированием. Во время посещения не забудьте, что это заповедник, и люди – это всего лишь гости в гостях у природы. Поэтому не забывайте строго придерживаться обозначенных тропинок, чтобы не разрушить места гнездования и не нанести вред фауне. Общий совет при посещении любых пляжей на Балтике. Перед уходом с пляжа нужно очень тщательно почистить ступни ног и особенно места между пальцами. По опыту, если этого не сделать, то даже несколько песчинок может очень сильно натереть кожу, и неприятные ощущения при ходьбе на несколько последующих дней гарантированы. В обратную сторону мы отправились через лес, в надежде увидеть что-нибудь необычное. Первую треть пути идти было так же непросто, как и по пляжу.
Но постепенно грунт стал более привычным для леса. Последний отрезок даже укреплен бетонными блоками. Идти удобно, но пропадает ощущение девственности леса. Итак, ребята, заканчивается уже наше сегодняшнее приключение в Сабишево. Что можно рассказать? Мы сюда приехали где-то в 3:30. Сейчас уже 8 вечера. Итого на погулять у нас пошло где-то в районе 4,5 часов. Уже вечереет. Ну, благо, как бы машина уже недалеко. Но, в принципе, еще раз напомню важные вещи. Не забыть репелленты, потому что когда село солнце или вы идете через лес, комаров тут достаточно. И иметь хорошую обувь. Еще что хотелось сказать важного. Если как бы вы не рассчитываете здесь увидеть какое-то 8-е чудо света, морского котика там или еще кого-то, хотя морские котики здесь есть, но для этого нужно или бинокль с собой брать, или какой-то там зум-камеру с хотя бы там, не знаю, 20-кратным увеличением. Но если вы этого всего как бы не рассчитываете увидеть, то все будет здорово. Вы хорошо проведете время с семьей, на природе, слушая птичек. Дети не будут играть в это время в телефонах. Это как бы хорошая возможность отдохнуть от серых рабочих будней. Все будет классно. Но если вы здесь хотите что-то такое увидеть, и в итоге вы пойдете, и окажется лес довольно такой похожий на такой же, какой, не знаю, у вас там в Беларуси или Украине, или еще где-то. И как бы вы тогда можете разочароваться. Поэтому не питайте больших иллюзий. Запаситесь едой, чаем и хорошим настроением. Подберите хорошую солнечную погоду для этого путешествия. И все у вас получится. Все будет здорово. А мы прощаемся с вами и до скорых встреч. Пока. Пока.